Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марсенкевич. Всем добрый день. Не могут включить блоки АЭС. Почему на Украине снова ввели, а потом отменили аварийные отключения света? В чем проблема запустить АЭС на полную мощность? Основные подстанции, собственно, целы, а перетоки в Европу работают, включая экспорт электроэнергии из Украины в Европу. Работает и практически не прекращал. Что не так? Почему там то кто-то выключателем играется? То потухнет, то погаснет. На самом деле надо исходить из того, что туман войны там достаточно плотный, и давать стопроцентную оценку того, что там реально происходит, мягко бы сказано, затруднительно. Что есть скупые отчеты нашего Министерства обороны, все намеченные цели поражены. Есть тотальный визг с той стороны. У нас все разбомбили, но для чего этот визг, нам господин Мидич, или как его там правильно называют, наглядно показал. Денег дадут, их можно будет украсть и благополучно куда-нибудь выбыть из этой полосы. Что касается атомных электростанций, для нас это, разумеется, неприкасаемые объекты, но вот работать с подстанциями, которые обеспечивают соединение атомных электростанций с объединенной энергосистемой, того, что теперь принято называть Украиной, это действительно возможно. Но опять же, надо исходить из того, что вывод даже одной подстанции 750 киловольт, это то напряжение, с которым электроэнергия покидает атомную электростанцию, дальше перекладывается на 330, одной такой подстанции мало. То есть для того, чтобы действительно была техническая необходимость снижать мощность атомных электростанций, надо одновременно работать с несколькими. Произошло это или нет, сказать сложно. То, что киевский режим может просто перестраховываться, есть вот такой риск, то лучше заранее превентивно отдать распоряжение операторам атомных электростанций, чтобы мощность снижалась. Такое тоже вполне может быть. При этом надо помнить, что реакторы ВВР-440, ВВР-1000 не предназначены для маневрирования мощностью. Да, есть аварийный режим остановки, он, разумеется, предусмотрен на любой атомной электростанции. Такой самый аварийный вариант, перестала работать турбина по каким-нибудь техническим причинам, значит, надо мгновенно остановить цепную реакцию деления с тем, чтобы прекратить выделение тепла. И это предусмотрено. Но это остановка в резком темпе. А набор мощности – это совсем другой регламент, это быстро не делается, это пошагово, даже с учетом того, что полной остановки нет, реактор не успевает расхолодиться. Поднимать будут поэтапно, по 5% последующая проверка, 5% последующая проверка. То есть вот такие превентивные меры приводят к тому, что 2-3 дня атомная электростанция будет набирать проектную мощность. Тоже надо иметь в виду. Отгадать, что там именно произошло, действительно ли состоялись какие-то прилеты по подстанциям, причем одновременно по нескольким, или это решение диспетчерского управления объединенной энергосистемы. Вот, попробуйте отгадать. Я этого делать не хочу. Единственное, что можно в качестве успокаивающего, то, что мониторинг радиационной обстановки на площадках атомных электростанций есть. По шкале ИНОС, то есть риски радиоактивного заражения, риски крупной аварии по-прежнему нули. Так что здесь, если что-то и происходит, то связано не с состоянием атомных реакторов, а с состоянием объединенной энергосистемы. Борис Леонидович, а что были за заявления о том, что саркофаг на Чернобыльской атомной электростанции поврежден, есть какие-то риски? Эти инфоповоды, они к чему и о чем? Инфоповод дал МАГАТЭ, который у себя разместил вот такое сообщение, а далее никаких комментариев не последовало. Что это, как это, ни со стороны киевского режима каких-то новостей нет, ни со стороны МАГАТЭ дополнительных новостей. Что там произошло, в чем причина, в чем проблема, можно только догадываться. Напомню, что саркофаг двойной, помимо того, что было установлено в советские времена, сразу после аварии, там, да, там с такой скоростью все делали, что рассчитывать на то, что он будет работать десятки и сотни лет, не приходилось. Но новый саркофаг совсем свежий, с учетом такой двойной изоляции,
в связи с чем решила забить тревогу МАГАТЭ, и почему не развивают эту тревогу или не разъясняют, что в чем-то ошиблись, крайне сложно сказать. Миром правят бабки, но сегодня мы про другие бабки. Ларисе Долиной вернули квартиру за 112 миллионов рублей после продажи под влиянием мошенников. Как оказалось, любая бабушка после получения денег за квартиру может объявить себя обманутой, отсудить квартиру, а на законное требование вернуть деньги подать на личное банкротство, оставив себе жилплощадь, а деньги... Какие деньги? Пока закон в лице судов успешно возвращает квартиры бабушкам с сюрпризом, остается полагаться на опытных, матерых риэлторов таких, которые в курсе про все подводные камни сделок с недвижкой. Отличный риэлтор – это еще и опытный психолог. Он на раз-два вычисляет всяких мутных персонажей. Далее подборка настоящих трэш-историй, в которых типовой риэлтор уже бы спрятался под кровать, а вот крутой суперпрофи не просто защитил, но и оставил клиента в жирном плюсе. В квартире умерла бабушка, умерла так, что разложилась и протекла до соседей. Риэлтор продал квартиру по верху рынка. Риэлтор спас владельца, который случайно сдал квартиру крупному торговцу наркотиками Питера. Или вот еще история с продажей квартиры, когда неожиданного наследника прошляпил даже матерый нотариус. Сделка чуть было не сорвалась. А в этой истории один сумасшедший покупатель имитировал покушение на себя со взрывом подъезда. История, повторюсь, реальная, никаких шуток. Такие суперпрофессионалы не просто оберегают от беды. Есть и более банальная причина привлекать таких спецов. На сделках они выжимают из каждого объекта максимум выгоды для клиента. Например, могут продать квартиру на 1 миллион рублей дороже рынка. Или продают квартиру с 5 спорящими собственниками. А в этой истории риэлтор продал квартиру сразу с 7 обременениями. А вот как можно оформить сделку по покупке квартиры, выбив скидку в 950 тысяч рублей? А теперь самое удивительное, такой матерый решелтор Супермен для 85% клиентов работает по факту бесплатно. Именно потому, что выжимает выгоды больше, чем стоят его услуги. То есть он сам себя окупает. Но таких ценных риэлторов единицы. Буквально 1 на 100 проходимцев. Вся подноготная профессия не посредника, а настоящего риэлтора, реальная история решения суперпроблем с недвигой, а также разоблачение типичных риэлторов-паразитов по QR-коду на экране или по ссылке в описании. Если надумаете продавать, покупать, менять, снимать квартиру или дом, точно пригодится такой суперпрофи. Сохраните ссылку на канал. Были еще заявления относительно повторного отключения питания на ЗАЭС. Так на Запорожской атомной электростанции питание оно стабилизировалось, не стабилизировалось, есть ли какая-то информация? Запитка внутренних нужд Запорожской атомной электростанции осуществляется объединенной энергосистемой Украины, той территории, которую она контролирует. Что там могло произойти, по какой причине был обрыв на Днепровской линии электропередач 750-киловольтовые, опять же, комментариев нет. Возможно, там какая-то проблема, допустим, с питающей электростанцией или с подстанцией была. Может быть, исправили, и теперь все в порядке. Комментариев нет. Проблема была, проблему ликвидировали. Демоны были, но сами ликвидировались. Борис Леонидович, тут еще интересный факт о том, что Украина до сих пор ведет экспорт электроэнергии, то бишь продает электроэнергию в Венгрию, Словакии и прочие страны. Но это как расценивать то, что у Украины переизбыток электроэнергии, или она маневрирует экспортом для стабилизации своей энергосистемы? С того момента, как состоялась синхронизация объединенной энергосистемы территории, которую Киев контролирует, и Европы, перетоки идут достаточно свободно. Имеющиеся на Украине энергоблоки, вот сколько их там, 9 штук осталось, по ночам работают тоже на 100% мощности. Это возможность поставлять, поскольку ночью спрос на территории подконтрольной Киева снижается. Для атомной электростанции это полезно, она работает в стабильном режиме. Для киевского режима это тоже полезно, потому что импорт сейчас вырос. Импорт идет в основном в дневное время, в моменты пикового спроса, то есть дорогой.
ну, хотя бы какую-то часть, так скажем, финансовой нагрузки киевский режим себя за счет вот этих перетоков снимает. Вот как некоторые эксперты утверждают, Украина может быть разделена всего лишь тремя подстанциями, по-моему, на 750-х. 750-330. Вот, основной костяк, основной скелет объединенной энергосистемы – это линия электропередач 750 киловольт. Они приходят на подстанции, где для них напряжение снижают с тем, чтобы можно было раздавать дальше. То есть 750 на входе, 330 на выходе. Или, если коротко, 750-330. Их действительно немного, что давайте с севера. Северная подстанция, линии электропередач идут через Чернобыльскую атомную электростанцию. Территориально понятно, что он не работает, но тем не менее. Вот одна подстанция, которая позволяет, затрудняет, так скажем, поставки с украинских атомных электростанций в столицу. Дальше у нас Житомирская внизу, если мне память не изменяет, я сейчас навскидку. Но то же самое, 750-330. Третье, собственно говоря, уже не работает. Это было еще южнее, связано было с Запорожской атомной электростанцией. Ее, собственно говоря, уже нет. Так что вполне достаточно даже не трех, а двух. Ну, будет принято такое решение или нет, сказать сложно, потому что это приведет уже к общему блэкауту с нагрузкой, так скажем, на население, которому и без этого, в общем-то, не очень хорошо получается выживать в тех условиях, которые там сейчас сложились. Будут приниматься такие решения у нас или нет? Я склонен считать, что нет, потому что это может вызвать поток беженцев в самые разные стороны, а нам в России такой дополнительной нагрузки, в общем-то, не требуется. Останавливать колонны гражданского населения, движущиеся в неведомом направлении туда, где есть свет и тепло, ну, совершенно не кстати. И вот финализируя, а что происходит сейчас с газодобычей на Украине, потому что она газодобыча, но она в том числе зависит от электроэнергии. Пишут о том, что чуть ли не половина газодобычи сократилась, а с нефтедобычей, по-моему, вообще все плохо. И переработка, есть ли нефтепереработка на Украине, осталась? Ну, судя по той информации, которая есть, ее нет. Поставки нефтепродуктов идут из Европы, идут морем через одесские порты. Смогут удерживать или нет, сказать сложно. Что касается добычи, да, неоднократно из Киева раздавались голоса, что то на 40% снизилась добыча в Харьковской и в Полтавской области, где основные регионы собственной добычи, то на 60%, ну, вероятнее всего, где-то в пополам. Зимние условия пока там складываются достаточно теплые. Какой-то объем газа в подземных хранилищах удалось набрать. Цены сейчас снизились, не исключено, что будут какие-то поставки из Европы. Там тепленько, каких-то серьезных расходов нет. Готовы поставлять и Венгрия со Словакией российский газ, отчего бы и нет. Готовы что-то поставлять Польша. Есть и собственная добыча, и действует Baltic Pipe с добычей в норвежском секторе Северного моря, и регистрационный терминал в Свиноujсте на месте. Технические поставки возможны как с юга, то есть российский газ по турецкому потоку через Венгрию, через Словакию, реверс, так скажем. Это один вариант. Второй вариант по бывшему трансбалканскому магистральному газопроводу. То, что уходило из России через Украину, Молдавию и далее вплоть до Турции и до Италии. Трубопровод цел, «Газпрому» он не нужен. Он способен работать уже в режиме интерконнектора, то есть поставили новые компрессорные станции, но это самый дорогой вариант, потому что Румыния выставила замечательные совершенно тарифные условия. Третий вариант – это Польша. Там есть собственная добыча, есть Baltic Pipe, магистральный морской газопровод из Северного моря, из норвежского сектора. Есть регистрационный терминал в Свиноujсте, есть дополнительно соединение с Литвой, где есть свой регистрационный терминал. Но здесь вопрос не только и не столько в возможностях физических поставок газа
насколько в финансовых проблемах, которые есть и у Киева, и у Европы, найдутся ли деньги, чтобы профинансировать поставки, сказать сложно. Это, пожалуйста, к финансовым аналитикам. Зачем Урсула фон дер по мужу пытается украсть наши деньги, но это, пожалуйста, туда. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте распространять наши ролики в ваших социальных сетях. Это тоже поддержка нашего проекта. Всем спасибо за внимание. Всем всего доброго.